Умные часы, которые я уже обозревал около 3 месяцев назад, но это была китайская версия данной модели. А сегодня я расскажу вам о глобальной версии часов, которые имеют топовый внешний вид, качественные материалы, большой функционал, перманентное измерение пульса и кислорода в крови, отличное время автономной работы, быструю зарядку, GPS-навигацию, и это только маленькая часть того, что из себя представляют смарт-часы под названием Honor Watch GS3 глобальной версии. Но вышеперечисленные мной заявляет сам производитель. А как на самом деле дела обстоят у этих часов, сейчас я вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я буду рассказывать вам о часах, о которых уже рассказывал, наверное, около полугода назад, только разница в том, что эта штука уже, ура, глобальной версии. Что поменяли в часах Honor Watch GS3? Чем они стали лучше или, может быть, хуже? Насколько отличается все, что они запихали сюда в глобалке, от китайской версии, вы от меня услышите. Ну и в целом все равно пробегусь по функциям и всему остальному. Напоминаю, что на канале есть еще 2 телеграм-канала «Взаимопомощи 1», 15 тысяч человек, и скидок почти 59 тысяч человек. Поэтому подписываемся, смотрим, общаемся и делимся впечатлениями о железках, которые вы купили, либо планируете. Напоминаю, что какие-нибудь там OnePlus 10 иногда на Али продают по 33, как было, допустим, вчера. 10 Pro, точнее, не просто 10. Часики, по мне, как и были, так и остались топ. По зарядке ничего, я думаю, не поменялось. Она как была разборная, так и осталась. В чем плюс разборной зарядки? Вот здесь у нас с USB-A на Type-C кабель, с одной стороны. А с другой стороны у нас есть площадка. И если вы куда-то едете или путешествуете, то вам достаточно взять вот эту платформу без кабеля. Потому что кабельное хозяйство, я думаю, у всех всегда его хватает ко всему. 72 грамма вес с ремешком. Ремешок быстросъемный, стандартный. 12,5 мм толщина максимальная. Диаметр у нас 47 миллиметров. Как это все дело выглядит, допустим, рядом с Apple Watch, вот вы видите. То есть по размеру часики крупные, мужские, брутальные. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого я разыгрываю наушники Sony и защищенный смарт. Подписывайтесь с колоколом, участвуйте в розыгрышах, читайте описание. Перейдем же к смарт-часам. Полетели. Поставляется данная модель в таких же вариантах расцветки, как и китайская версия, а именно 2 классические. Синий ремешок и хромированный корпус, коричневый ремешок с корпусом золотого цвета. И последняя расцветка, которую вы наблюдаете на экране. Дизайн смарт-часов не изменился. Внешне они идентичные. На руке смотрятся довольно хорошо. Ремешок выполнен из фтор-эластомера, и в классическом варианте он кожаный. Задняя часть пластиковая, рамка из нержавеющей стали 316L, стандартно. И с фронтальной части стекло. Качество материалов топовое, сборка на уровне. При носке практически не ощущаются. Спать в них лично мне было удобно. Дискомфорта за время использования я никакого не обнаружил. Но я к часам привык. Если вы до этого носили какие-нибудь Mi Band, возможно, вам придется еще попривыкать. На корпусе расположили с тыльной части 2 контакта для зарядки. Далее есть датчик мониторинга здоровья. Из датчиков на борту это датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, 8-канальный механизм искусственного интеллекта, частоты сердечных сокращений, так скажем, обыкновенный датчик измерения сердечных сокращений ППГ, датчик внешней освещенности и датчик барометрического давления. Также есть динамик и микрофон. Во время разговора динамик глуховатый, а во время воспроизведения музыки достаточно громкий. Помимо перечисленного, на правом борту есть еще 2 функциональные кнопки. Нажимаются кнопки приятные с глухим щелчком. Верхняя кнопка питания выполняет функцию перехода в меню и возврат. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам. И в настройках на нее можно повесить любое действие из доступных, что очень даже удобно. Летим дальше. Часы оснащены AMOLED-дисплеем, 3D-экран на 1,43 дюйма с закругленными краями и разрешением 466 на 466 точек. Плотность пикселей 326 ppi, цветопередача хорошая, картинка четкая и насыщенная. Регулировка яркости 5-ступенчатая. При прямом попадании света на экран и включенной автояркости, яркости экрана вполне достаточно. Автояркость отрабатывает хорошо, скроллинг плавный, спящий режим максимум 20 секунд. Функция экран активен максимум до 20 минут, что стандартно и удобно. Также на борту есть неполноценный AOT Always On Display, он имеет 10 вариантов заставок, что хорошо. Установить пароль на часы можно. При поднятии
руки экран загорается практически моментально, ждать не приходится. По свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты и возможность настроить все под себя. Далее меню обширное, и из интересного в нем есть тренировки, активность, вызовы и контакты, музыкальный плеер с возможностью проигрывать музыку, не только проигрываемую на смартфоне, но и загруженную через приложение на сами часы, вдобавок подключив наушники или через динамик на самих часах. Далее есть измерение пульса и SPO2 с автоматической работой или ручной. У воздуха пульс, как и кислород в крови, часы не нащупывают, но руке показатели хорошие. Во всяком случае, в спокойной обстановке измерения приближены к реальным. При занятии спортом иногда проскакивают заоблачные цифры, но так у большинства смарт-часов, если не сказать у всех, так как любая помеха датчику может привести к неправильным показаниям. Но в целом я более чем доволен результатом. Мониторинг стресса работает перманентно, как и мониторинг сна. Сон считывают хорошо, как и все фазы сна. Мониторить дневной сон GS3 способны и мониторят. Графики различных измерений на самих часах отображаются корректно. Конечно же, есть дыхательные тренировки, погода, компас, барометр, фонарик, поиск телефона и секундомер с таймером, которые могут работать в фоновом режиме, что очень даже удобно. Далее в настройках помимо перечисленного также есть Bluetooth подключение, настройка звука и вибрации, настройка режима не беспокоить, настройка тренировок с возможностью включить автоопределение активности. К слову, часы поддерживают автоопределение ходьба, бега, эллипса и грибного тренажера. Работать это дело корректно, во всяком случае при распознавании пробежки или ходьбы, может. Летим дальше. Часы имеют внутреннюю память 4 гигабайта, по факту слегка меньше, так как данная память используется и для системного обеспечения, стандартная наша ПО. Bluetooth версии 5.0, связь со смартфоном держит стабильно и хорошо, пусть он предпоследний, но работает. Наушники подключить можно, а вот нагрудный датчик, как бы я ни старался подключить, лично мне не удалось, будем считать, что нельзя. Тренировок более сотни штук, водные на борту. Часы оснащены двухчастотным GNSS датчиком для точного позиционирования. Во время тренировки есть возможность пользоваться плеером, использовать навигацию, возвращаться к точке старта, а также есть помощник по бегу, разумеется, как и в принципе в браслетах в некоторых. Местоположение у меня определяет за 10 секунд, карты строят неплохо, но небольшое отклонение есть. Загружать маршрутные часы возможности нет. Звонить с часов можно, как отвечать на входящие вызовы. Микрофон отрабатывает отлично, собеседник слышал меня отчетливо. Быстрые заготовки есть только для ответа на звонок. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет. Ответить на уведомление нельзя, можно только просмотреть. В этом плане изменений нет. Вибромоторчик хороший и разбудить может. Далее полный цикл зарядки GS3 занимает 1 час 33 минуты. 5-минутная быстрая зарядка в моем случае позволяет часам отработать до 6 часов, что в принципе почти полдня. 20% заряда у меня уходит за сутки в максимальном варианте использования. В итоге мы получаем 5 суток автономности, при том, если вы будете из них не выползать. Если использовать их по минимуму, то заявленные 14 дней прожить они могут спокойно. За одну 30-минутную тренировку с GPS уходит 8% заряда. Смарт-часы имеют водонепроницаемость 5 атмосфер, я протестировал их, окунув в воду, по итогу с ними, разумеется, ничего не произошло. Но для дайвинга, горячего душа, сауны и тому подобному они не предназначены. Выжить они, разумеется, могут, как многие мне пишут, но в сауну ходить все равно с этим делом не стоит. В них можно плавать в бассейне или на мелководье. Летим дальше. Изначально я предполагал, что их нужно подключить к приложению Huawei Health, но не тут-то было. Производитель выкатил приложение Honor Health, и оно практически не отличается от Huawei-евского. К слову, его можно скачать на FOPA. В приложении можно следить за показателями здоровья, начать тренировку, настроить мониторинг здоровья, установить циферблат на часы, и их немного, но есть возможность установить фото на заставку. Также можно загрузить музыку, добавить контакты, включить функцию, при которой приходит уведомление о разрыве связи между смартфоном и часами. Обновить прошивку можно, и обновление прилетало сразу же после подключения часов к приложению. Минусы, разумеется, это нет NFC, нет калькулятора, нет полноценного Always On дисплея, нет возможности подключить поларовский нагрудный датчик, может что-то другое у вас и получится. Нет возможности отвечать на смс, нет eSIM и мало циферблатов в магазине. За столько месяцев они могли бы что-то интереснее придумать. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там почти 15 тысяч человек, и телеграм-канал скидок уже больше 60. Всякие интересные предложения кидаю туда, новости то же самое, как и примеры работы некоторых камер, плюс лайфхаки по покупкам. Резюмирую, Honor Watch GS3 глобальной версии от китайской по факту практически ничем не отличаются. Нет NFC, но для нас это уже не особо актуально, и в приложении нет некоторых функций. К примеру, нет магазина с приложениями. Как по мне, часы хорошие. Однозначно плюс за внешку, материалы и цену. По функционалу они хороши, работает все корректно. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк за труды, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Realme GT Master Explorer Edition второй версии я
я купил. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья.